Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и стартовало у нас новое событие, это новый альтернативный режим, в котором можно поиграть в PvP вместо обычной классики, которая теперь стала фантомом с выходом обновления 30.0. Это событие теперь показывается вот в событиях, и здесь есть пару интересных моментов, свой топ и фишечки, про которые сегодня я вам расскажу. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Итак, как я и говорил, это у нас событие. Оно будет проходить там два раза вроде бы в месяц или раз в месяц, 14 дней, где можно будет лутать награды. Переходим вот в это вот событие, и здесь мы сразу увидим, что у нас есть линейка наград до 20 побед. За 1, 3, 6, 10 и 20 побед мы будем получать награды. Награды не сильно большие, но все равно приятные. Здесь золото, эпик, фрагменты героя, немножечко пыли и небесные осколки. Также есть топ. За место в топе до 100-го места вы будете получать все так же, получается, небесные осколки. А небесные осколки — это очень ходовая валюта, с учетом того, что сейчас буквально почти на самых всех метовых пешках есть перерождение, есть синергии. И вот эти вот перерождения и синергии дальше и дальше будут выходить. 51-100 место, 100 осколков, немного, но приятно. Занять 100 место не так сложно, потому что игры быстрые, кто-то там абузит флаги, кто-то сдается, ищет соперников, которых он может победить, а сильным флагует. И у меня есть знакомые ребята, которые так уже сделали больше 50 побед. С 11 по 50 200, с 4 по 10 300 и с 1 по 3 место 500 осколков, но здесь еще меняются аватарки, и получается есть особые эмодзи, которые выглядят очень даже неплохо. Суть режима в чем? Вы составляете 3 колоды, потому что здесь вот вы можете выбрать охоту за осколками. Все, у вас загораются первые 3 слота, и вам нужно выбрать 3 колоды, пешки в которых будут отличаться. То есть у вас должно быть 15 разных пешек вот в этих колодах. На моем аккаунте это было сделать, наверное, достаточно просто, но с учетом того, что у меня есть все пешки, и все пешки хорошо прокачаны, даже мне пришлось здесь немного запариться. Но вот такие вот колоды я составил. Опять же, много было разговоров на ту тему, что делать тем, у кого одна колода. Ну, опять же, ребята, можно как-то, наверное, чуть выкрутиться, но этот режим не обязательный. Если вам не нравится этот режим, или вы не можете в него играть, можно играть в обычную классику и просто ждать момента, когда уже можно будет как-то разнообразить ваши колоды. Первая колода у меня это джин, без кобальда, со статуей, химиком, просто потому что ловчий и кобальт у меня в других колодах. Сюда я засунул Зевса, ну потому что это, наверное, самый логичный вариант. Героя можно ставить 3 клетки сразу. Я надеюсь, это никак не будет исправляться, потому что если еще и сделают разных героев, то это будет совсем-совсем уже беда. Вторая колода это Бард. Сюда засунул клоуна, потому что Арликин в другой колоде. Ну и в принципе в остальном колода выглядит тоже неплохо. Опять же, с Зевсом. Бард порезанный, я им немножко поиграл. Стоит он, конечно, так себе. Третья колода Феникс с учетом Пантеона. С учетом Пантеона это просто какая-то безумная сейчас пешка. У нас действует баф недели, у нас бустится крит. Баф недели теперь действует на 2 пешки. Здесь также есть свои пропуска. Вот такие вот мини-награды. За убийство боссов вот этими вот пешками вы будете получать тоже вот эти вот наградки. И теперь смотрите. С учетом того, что Максовет и Лес бустит крит шанс, 6% мы получаем перманентно. И здесь у нас еще 3 пешки дополнительно.
3 пешки дополнительно. Это просто какой-то ужас, нереальное количество урона. И также Пантеон. Сюда вошли все самые сильные событийные пешки. Сюда также пойдет Сумеречная Лучница. Плюс 20% крит урона. И вот просто теперь подумайте, что теперь будет делать Феникс и Джин с тем же Бардом на перерождениях. Это просто очень-очень сильно. Теперь давайте запустимся в бой, посмотрим, поиграем, как оно там, что я вам прямо сейчас покажу. Так, регую я катку, и максимально быстро находится нам соперник. У соперника есть некромант, робот, какая-то душня. Есть страшная колода с Фениксом. И, наверное, ее и забаню, потому что это, скорее всего, самое сильное, что у него есть. Так, подтвердить, баним ему эту деку. И нам он оставляет Феникса. Феникс у меня на очищении, у него там душка, поэтому я, наверное, пикаю Феникса. И буду драться либо против его робота, либо против... Что там у него оставалось еще? Бард. Древо. Древо на душном таланте. Хорошо, не страшно. Попробуем подраться с ним. Только единственный момент такой слегка забавный, то, что у него и меч, и статуя в одной колоде. У него нету ничего на развитие стола, кроме утиля, в тот момент, когда он еще играет на древе. Очень странный выбор. Не знаю, почему он решил играть так. Так, давайте начнем потихоньку крутить стол. Самое главное — найти фениксов на точке. По талантам. Таланты у меня, кстати, скинулись. Это временный баг. Кто-то говорит, что его можно пофиксить, но как я не пытался, все равно рано или поздно оно сбрасывается. Как бы ты ни регал через события, там через что-то другое, баг с талантами такой есть действительно. Поэтому рассчитываем на один контрзак. Один контрзак есть, и на него я буду, наверное, рассчитывать. Нужно, получается, вот вместо этого меча будет поставить ведьму. Меч у меня, кстати, на очищение. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что меч на очищение. Так, я ему сразу больше нахиливаю, потому что у него просто нечем наносить урон. У него нет стола. Я не знаю, как он собирается что наносить. Так. Вот это я сожгу. Мне нужна туда ведьма обязательно. Вот сюда бы я тоже феникса нашел. Так, хорошо. Нет, плохо. Давайте вот так, и все. Теперь точно я нахожу сюда ведьму. Все остальное начинаем мержить. Подкопить маны. Если он вдруг начнет закидывать нас ведьмами, я легко это скипну все. Так, хорошо. Пешки растут. Ну, очень странный выбор колоды. Может, у него, конечно, тоже какие-то таланты скипнулись. Но изначально у него стояла и статуя, и волшебный меч в колоде, что очень-очень странно выглядит. Бедлам. Урона у него на бедлама быть не должно. Поэтому можно постараться его, наверное, сейчас даже поддушить. Если я правильно все нажму и сделаю. Так, давайте, поехали. Бам. Бам-бам. Подкидываем. Стаки у меня есть. И это 10 миллионов на второй волне. Хорошо. Но у него пошел урон. Я не понимаю, откуда. На фантоме у него урона не было, а сейчас он пошел. Как? Почему? Откуда он его взял? Так, прожимаем Зевса. И дальше пытаемся почиститься. Хотя у нас уже, в принципе, все чистое. Ведьм у него не так много, у него нет Орликина, поэтому толку от того, что он накидывает мне эту ведьму, нету. Закончились стаки. Закончились стаки. Попробуем найти, может, какую-то пятую ведьму. Я очень надеялся, что она там выпадет. И надо немного помержить. Хорошо. Пойдет. Так, белый урон. 81 тысяча. Я даю еще 2 манапа. У него появилась первая тройка. Серой морали у него нету. Ну, давайте смотреть. Бам-бам. Он подкинул ведьму. И вот сейчас эта ведьма достаточно сильно зарешала. Потому что от хила было бы намного больше. Его ведьма мне сейчас заруинила. У меня просто какая-то часть урона, которую я нанес фантом, она просто взяла и пропала. Пойдет. Есть еще тройка. Есть призыватели, и очень хотелось бы как-то растакать их. Может, сейчас. Кстати, неплохая ведьма. Талант же мне не поменялся, да. И эта ведьма будет бустить вот этих вот двоих фениксов.
Как будто бы даже идеально. Амулет тренажка. Призыватель. Это мы сжигаем. Сатенчик стаков есть, и как будто сейчас можно его попробовать закончить. Если вдруг он, конечно, не подкинет как-то мне ведьм. Так, отлично. Будет призыватель. Я сделаю за счет 15-го таланта призывателя еще и разницу в нашем крит-уроне. Давайте. Нажму последний тайминг. Серой морали у него, как я и говорил, нету. Поехали. Раз, два. Броню расрезал за счет синергии. И вот это уже хороший урон. Все, 840 миллионов я ему нахилил. Смотрим, как он будет это убивать. А он, скорее всего, это уже и не убьет. Подкину призывателя. Под призывом совсем маленький урон. Сейчас закончится Зевс, и колдун спокойненько зайдет к нему. Бам. Хорошо. Так, еще одна волна, и по идее следующие боссы уже двойные, и они точно для него будут последними. Если он этого колдуна не убил, дальше еще один колдун и вирус. А у него нет очищения на древе. Так, сюда. Подготовил я меч. Анимация ведьмы теперь поменялась. Теперь вот такая вот ведьмочка летает. Не совсем мне это привычно. Я бы сказал, очень даже непривычно. Иногда я даже не понимаю, что у меня на какой-то пешке лежит ведьма. Мы в идеале как-то полечиться. Ну и, кстати, контрзак теперь как будто эту ведьму тоже не видит. Опа. Ну ладно, броньку срезать хватит. 18% амулет. Давай. Все. Он понял, что этого он уже не дефнет, и поэтому флаганул. За победу мы получаем, получается... Сколько? 39 кубков, с учетом того, что это победа дня. Бонус фантома, за дивизион тоже бонус. И получаем вот этот вот шлем, очко одно. И вот каждое такое очко приближает нас все ближе и ближе к топу. То есть там он уже 157 побед кто-то сделал. У меня пока что 13, потому что обнова на комп вышла слишком поздно, а я играю в основном только на компьютере. Ладно, поехали, сейчас сыграем еще одну и посмотрим, какие колоды будут у нашего соперника. В этот раз соперник искался немного дольше, и колоды у него немного, конечно, другие. Судя по всему, прокачка у него поменьше. И давайте смотреть, что здесь может быть. Здесь есть неплохая танцуля. Стрелок без таланта. Есть культист. Колода культиста тоже неплохая. Поэтому давайте, наверное, забаню колоду со стрелком. Культист, если что, мы выиграем. Посмотрим, что он нам подбанит. И опять же он оставляет нам Феникса. Может, в этот раз таланта не скинутся, и мы нормально поиграем на очищении. Сейчас проверим. Амулет слабости. 90 побед. У него 90 побед, и это очень забавно. Как? Как он это сделал? 90 побед. 90 побед. Крит у него значительно меньше моего, но с учетом особенностей этого события, крит приравнивается к самому высокому. То есть у меня 7290, если у соперника крит меньше, то его крит приравнивается к моему, и вот как-то так. Все, он увидел, что нет смысла со мной играть, потому что у меня прокачка сильнее, и он просто флагует, и он пойдет искать дальше соперников, которые попадутся, которых он сможет выиграть. И это есть место вот такой тактики, это действительно неплохо. Вот, смотрите, крит приравнялся, а если я сейчас зайду в его профиль, опять же 39 кубков, я захожу в его профиль, у него... так, у него 4800 крита. То есть, вот так. Реген третью. Тут тоже очень быстро нашелся соперник, и это как будто тоже что-то знакомое. Здесь шапка на морозе. Очень непонятно какие-то колоды, это по-любому душка, поэтому, наверное, душку стоит убрать. И если что, оставить Феникса, потому что Феникс у меня будет тоже, либо Джин, а Джин у меня вроде бы неплохой получается. И талант у меня сильный. Да, мне оставили Джина, давайте поиграем им. Я вроде бы все по тактике менял, все таланты должны быть рабочими. Пожалуйста. Рабочие таланты. Нет, ребята, таланты не рабочие, таланты опять скинулись. В итоге, я расскажу.
Вместо клетки у меня стоит очищение, и вместо, получается, острия у меня стоит завет. Ну ничего, сдаваться я не буду, потому что я не знаю, что делать. Надо как-то попробовать выставиться. Да, будет тяжело, но я что-нибудь придумаю. Так, хорошо, второй стрелок есть. Я примерно уже понимаю, как я буду выставляться. Статуи все равно буду раскидывать по углам. Получается, вторая статуя пойдет сюда. Отлично, второй джин. Еще второй джин. Так, химика надо убрать куда-то в угол. О, третья статуя. Вообще ништяк. Поэтому вот это я просто вот так поменяю. Третий утиль. Хорошо. Наверное, он нам был нужен, я не знаю. Четвертый утиль. Ладно, пока не страшно. Это Феникс, потом мы его все равно должны выиграть. Главное убрать вот этого утильщика. Так, еще одного джина доставляю. Химика я поставлю тоже в угол. Надо как-то его поставить туда. Так, еще один джин. В идеале его, конечно, переставить, но если сейчас опять апнется утиль... Ух, хорошо, что не апнулся. Ну вот я просто не могу растакаться. За счет того, что у меня сбились таланты. И таким страдают на самом деле все. Ту-ту-ту. Нет, тут надо химика наверх засунуть, а стрелка в угол вообще. Блин, к такому раскладу я был супер не готов. Вот сейчас тоже было непонятно на самом деле. Так, давай. Я дам 2 кулака. Может, это как-то что-то поменяет? Мне бы активацию и чуть-чуть маны. Тоже было бы неплохо. Хорошо, есть джин. О, ну что, поехали. Поехали раскачивать стол. Теперь у нас точно все должно получиться. Отлично. Зевс качает. Можно жить. Главное всегда ловить активацию перед боссом. Блин, у него неплохая колода. У него есть кобальт. У него есть хорошие шмотки. Если он раскачает кобальда, это будет очень сильно. Мне просто нужно поддерживать активацию. Для этого мне нужны джины. И мана. 25 стаков. Пока он не сделает 100, можно его, в принципе, постараться выиграть. Но опять же, мне нужна активация. На трибунала по-любому. Активация есть. Поехали. Раз, два. Так, и все. Я делаю ему хорошие цифры урона. Даже на поломанных талантах. Так, ну его не пробило. А еще у него душный снайпер. Не знаю, рассчитывал он такого брать, или ему игра сама поменяла. Но это тоже будет проблемой, особенно на тройных боссах. Если мы до них, конечно, дойдем. 34 стака сюда, отлично. Это просто невероятно. Особенно если подумать, что для того, чтобы мой джин раскрылся, мне надо 200 стаков. Бам. Еще раз нажимаю Зевса. Блин, на его колода смотрится получше. Так, растакиваемся. Так, ну и что? Найдем мы активацию перед гроссмейстером или нет? Как будто бы шансов мало. Как будто бы их просто нету. Есть, хорошо. Сейчас опять же 2 кулака постараюсь отдать. Раз, два. Но он догоняет, блин, он догоняет по урону. И причем мне надо отдавать 2 кулака, а ему просто ничего не надо делать. Потому что это Феникс, и он невероятно сильный сейчас. После последнего фикса играть им перестали, но вот это вот Пантеон и буст недели, он просто делает огромную разницу.
Даже на такой деке Феникс очень силен. Даже с перепутанными талантами. А вот я с перепутанными талантами не стою. Так, Ассасин будет бить. Макака будет бить. У него белого урона уже намного больше, чем у меня. Так, подсейвил. Активироваться. Активировались, хорошо, но поможет ли нам это? Потому что у него уже 74 кобальда. И сейчас будет больно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Я нахилил. Я что-то ему нахилил. Я забрал ману. Хотя почему-то я думал, что сделать этого не получится. Так, я немного поменяю султанов. У меня есть план с учетом того, как выглядят мои статуи. Сейчас я вам все покажу. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в Telegram будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. План просто бомба. Только вот надо растакаться. По идее, так урона за счет того, что это завет, должно быть больше. Тише, братанчика лечить не надо. Нам нужна активация. И я сделаю красоту. Активации не будет, не переживайте, ребят. Все хорошо, все по плану. Проверка. Ну да, урона побольше. Но, блин, откуда он взял свой урон в конце? И это я еще без активации бил. Это я еще бил без активации, но, блин. Просто из-за того, что второй талант поменял из клетки на очищение, я не могу активироваться вовремя. Это огромная проблема. У меня нет стаков, у меня нет активации. И это очень-очень плохо. Так, еще раз я нажму. Наконец-то у меня есть активация. И если вдруг я еще как-нибудь ее продлю на боссов, это будет хорошо. Потому что у меня все еще есть шансы перехилить его. Блин, хорош стол. Я даже стаков получил какое-то количество. Так, смотрите, смотрите, смотрите. Ну, это было близко. Это... О, нет. Это было на самом деле близко, только не закрывай. Мне главное уклониться. Я уклонился, хорошо. Цель выполнена. Теперь надо это добить. Бам. Идем дальше. 2-то 7 статуи. Вот это я перенесу сюда, потому что там Т6. Этот заодно как раз таки... Блин. Немножечко не в тайминг, но хорошо, активация все равно есть. 73 стака. До 200 я явно не дойду в этой игре, она закончится куда быстрее. Так, амулет хороший. Есть активация. Что там третий талант статуи? О, сейчас будет буст. Поехали. Ну давай, братанчик, не перебивай меня, пожалуйста, не надо. О нет, Гаргона... Фух. Оказывается, там щита не было, я почему-то подумал, что там щит, и я даже не спасал эту статую. Может просто дотерпеть, пока ему там весь стол не разломает. 9-я волна, 179 стаков. Кобальды у него есть. По идее, дальше наращивать урон он особо не сможет. Хотя с учетом того, что у него талант на яйце, может и сможет. Хотел полечиться, не получилось. Один кулак оставлен на фантома. Трибунал пробьет, макака пробьет, гроссмейстер замержит.
И от гроссмейстера я никак уже не буду защищен. Поехали. У него вирус. Хорошо, 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 хорошо. Одинаково примерно. Оставляю ловчик пока что. Или нет? Это было очевидно. И все. И вот первый неприятный босс. И вся моя колода на кривожопых талантах идет просто куда-то непонятно. Куда? Думал подкачать утиля, не получилось. Нужно хотя бы просто как-то убрать эту статую, либо найти одну, чтобы пожить. Я все еще не хочу сдаваться. Есть активация. Может, у него просадка начнется. Я очень хочу в это верить. Поехали. Давай. Давайте, ребят, соберитесь. Еще ничего не закончено. Какой-нибудь урон. Найс. Но хотя две макаки, походу, это уже не убивается, да? По-моему, это очень сильно. Ну да. Да, две макаки я уже не добью. Одну добил, вторую явно не добью. Ну ничего. Подумаешь, баг какой-то произошел. На самом деле, не знаю, когда этот баг пофиксится. Точных методов, как его пофиксить, нету. В любом случае нужно ждать. И вот когда уже пофиксят все баги, тогда режим раскроется полностью. Потому что пока что я подгораю иногда. Когда таланты нормальные, я выигрываю. Когда таланты кривые, я проигрываю. И у меня, конечно, очень сильно горит. Но даже так я уже сделал, сколько там, 13 побед. 14 побед. И когда уже дофиксит этот баг окончательно, я засяду в этот режим и постараюсь войти хотя бы в десяточку, потому что вот 84 это еще более-менее реально. Пока что я буду, наверное, играть в обычный режим. Пофиксит баг, пойду в охоту за сколками. Сколько там, 13 дней еще режим этот будет. Как-то так, ребят, на это у меня все. Пишите, что вы думаете по поводу этого режима. По багу понятно, про баг в курсе все, про баг в курсе разработчики, все игроки, все это знают, все это фиксится. Важно знать ваше мнение в целом, как вам этот режим. И что бы вы хотели в него добавить, может быть, чего еще в нем нету. Все, всех обнял, всем огромное спасибо за просмотр, пока.